Пес без устали рыл землю в одном и том же месте целых 5 дней. Когда рабочие наконец увидели, что скрывалось под слоем мерзлой почвы, они пришли в ужас. Бескрайняя заснеженная тайга, где обычно слышен лишь треск мороза, редкий крик кедровки до далекого ветра, в те дни словно замерла в тревожном ожидании. Все вокруг будто подчинилось странному, пугающему поведению самой обычной на вид дворовой собаки. Группа геологов во главе с упрямым начальником Денисом Волковым работала на старой метеостанции глубоко в сибирской тайге. Неожиданно их уютный деревянный домик превратился в осажденную крепость. Прямо за порогом уже 5-е сутки сидела большая лохматая собака. Ее глаза, обычно спокойные и добрые, теперь были неотрывно прикованы к покосившейся двери. Все эти дни пес вел себя совсем не по-собачьи. Он отказывался от хлеба и мяса, которые ему бросали, не притронулся к воде и лишь глухо лаял при малейшем звуке изнутри или когда кто-то из людей приближался к окну. Страх внутри домика сгущался с каждым часом. Метеоролог Ирина машинально считала шаги собаки, радист Виктор пытался заглушить тревогу тихим бормотанием, а молодой стажер Сережа не отрывал взгляда от щели под дверью, где время от времени появлялась тень лохматой головы. Пес не пытался ворваться внутрь и не нападал, он словно нес бессменную вахту, охраняя невидимую границу. На 6-е утро к станции наконец пробились местные охотники-спасатели, вызванные по спутниковому телефону из ближайшего поселка. Впереди на снегоходах мчался старший егерь Егор Долгих, человек, повидавший слишком много таежных загадок, чтобы верить в случайности. Они застали картину, которая озадачила даже самых бывалых следопытов. Пес не кинулся на людей и не попытался убежать, а продолжал яростно разрывать мерзлую землю у самого фундамента станции. Егор, приказав держать ружье наготове, но не стрелять без крайней необходимости, долго всматривался в лихорадочные движения животного. Внезапно он почувствовал, как по его спине пробежал холод, не имеющий ничего общего с сибирским морозом. «Он не бешеный», — тихо сказал он, не отрывая взгляда от темных глаз собаки. «Он либо охраняет это место, либо пытается выгнать отсюда все живое. Посмотрите, в нем нет злобы. Только тревога». И будто просьба о помощи. По его приказу люди вскрыли настил там, где когти оставили самые глубокие борозды. Из-под досок ударил тяжелый запах сырости и земли. В свете фонарей открылся заброшенный подвал, о котором никто не знал. Внизу стоял массивный металлический сундук. Внутри лежали дневники, карты и образцы минералов, принадлежавшие знаменитому исследователю Ивану Петровичу Лаврову, пропавшему в этих краях более 20 лет назад. Однако главная находка оказалась рядом, под слоем камней и земли виднелись человеческие кости. Когда рабочие осторожно расчистили завал, стало ясно, это скелет самого Лаврова. Он лежал на боку с неестественно вывернутой рукой, в ребрах застрял ржавый обломок ножа, а рядом рассыпались потемневшие золотые самородки и старинные монеты. Именно из-за них, судя по записям в дневниках, и разгорелся конфликт внутри экспедиции. В последних строках Лавров писал о найденной жиле редкого золота в скальном кармане под станцией и о намерении официально зарегистрировать открытие, но дальше почерк обрывался. Егор молча закрыл блокнот и посмотрел на кости. Стало очевидно, что ученого убили его же спутники, желавшие присвоить сокровища и избавиться от единственного человека, который мог заявить на них право. Судя по хаотично разбросанным монетам, убийцы не успели вывести добычу и по неизвестной причине покинули станцию, оставив тело замурованным под полом. В этот момент снаружи раздался протяжный вой, но в нем не было угрозы. Пес стоял у вскрытого проема и смотрел вниз так, будто ждал именно этого мгновения. Старый охотник, приехавший вместе с Егором, внезапно вспомнил рассказ своего отца о молодом ученом, который много лет назад подкармливал щенка, оставшегося без матери неподалеку от лагеря геологов. Пес тогда долго держался рядом со станцией и не проявлял агрессии к людям, а после исчезновения Лаврова тоже пропал. Егор перевел взгляд на собаку и тихо произнес, что, возможно, перед ними тот самый пес.
Пес медленно спустился к краю раскопа, понюхал воздух и издал тихий, почти жалобный звук, от которого у людей перехватило дыхание. Он копал не от ярости и не от голода. Он искал того, кого когда-то знал, того, кто делился с ним хлебом и теплом в холодные сибирские ночи. Когда останки бережно подняли и накрыли брезентом, пес перестал выть и лег неподалеку, не сводя глаз с людей, словно проверяя, что они не причинят вреда тому, кого он все это время охранял. К вечеру, когда солнце окрасило тайгу в багряные тона, Егор приказал опечатать находку, а золото изъять как вещественное доказательство, чтобы спустя десятилетия правда наконец была зафиксирована официально. И лишь когда тело ученого вынесли из подвала, пес медленно поднялся, издал короткий глухой лай, больше похожий на прощание, и побрел в сторону леса, растворившись в снежной дымке. Он оставил людей с тяжелым осознанием того, что верность иногда переживает не только предательство, но и саму смерть. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Благодарим вас за просмотр. Желаем хорошего настроения и добра. До новых встреч!